Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами приготовим вкуснейший праздничный пирог с курицей – курник. На первый взгляд может показаться, что он очень сложный, но поверьте мне, это не так. Этот пирог стоит ваших стараний и потраченного на него времени. В моей семье мама, бабушка часто готовили курник, а в вашей семье этот пирог присутствовал? Если да, пожалуйста, поделитесь со мной рецептом в комментариях. Этот рецепт уже много лет передается из поколения в поколение, и сегодня я открою вам все секреты, хитрости и тонкости приготовления такого шикарного пирога, как курник. Ну что, готовы? Тогда давайте скорее начинать готовить. Приготовим дрожжевое тесто. Начнем с опары. Для нее нам понадобится 300 мл молока, 150 граммов муки, 20 граммов сахара и 15 граммов свежих дрожжей. Конечно же, дрожжи можно использовать сухие. Тогда вам понадобится 5 граммов. В миску заливаю молоко, сюда же сахар и дрожжи. Перемешиваем. Сюда же муку, обязательно используйте сито. Перемешиваем венчиком, так чтобы не было комочков. Накрываю пленкой и убираю в теплое место без сквозняков буквально на полчаса, для того, чтобы опара подошла. У меня такое место без сквозняков, это либо шкаф, а еще это может быть микроволновка. 30 минут прошли, и опара прекрасно поднялась. О, уже даже вылазить начала из миски. Я перемешала опару, чуть ее успокоила и подготавливаю ингредиенты для дрожжевого теста. Для него нам понадобится опара, 500 граммов муки, 100 граммов сливочного масла, 100 граммов яйца, 40 граммов сахара и 5 граммов соли. В чашу комбайна отправляем опару, сюда же яйца и сахар, сливочное масло, муку и соль. Сливочное масло должно быть размягченным, то есть комнатной температуры. Используя насадку крюк, перемешиваем до однородной консистенции. Конечно же, все это можно сделать руками, но комбайном будет намного быстрее. В процессе вымешивания останавливайте процесс для того, чтобы снять кусочки теста со стенок. Вот так. Чтобы все вымешивалось равномерно, тесто было однородным, с дна, со стеночек. И продолжаем вымешивать. Вымешиваем тесто на низких оборотах около 5 минут. Наше тесто готово. Смотрите, какое красивое. Можно переложить его в миску, можно оставить здесь же в чаше комбайна. Оставлю в чаше комбайна для того, чтобы тесто хорошо подошло. Так, тесто сюда. Накрываю пленкой или полотенцем и оставляю в теплом месте без сквозняков приблизительно на 1,5, максимум 2 часа. А пока наше тесто будет подходить, я приготовлю начинки и блины, которыми буду перекладывать слои. Вы знаете, в последнее время я тщательно подхожу к выбору продуктов, ведь мы то, что мы едим. А учитывая, что я делюсь с вами не только рецептами вкусных блюд, но и полезной информацией, хочу поделиться тем, что узнала о производстве мяса. Напишу отдельный пост, как правильно выбирать куриное мясо.
Интересно вам такое? Как вы уже поняли, основной ингредиент нашего сегодняшнего блюда – это курица. Кстати, недавно побывала на птицефабрике и заинтересовалась вопросом, а чем же там кормят птиц? Оказалось, что многие используют сою, которая является ГМО-продуктом. А это в дальнейшем не самым лучшим образом сказывается на нашем организме. Ну вот, я и стала интересоваться, чем же именно производитель кормит курицу. Проведя анализ, я сделала вывод и стала обращать внимание на куриное мясо, которое выращено на высокопротеиновом корме проглот, что позволяет мясу быть не только вкусным, но и выращенным без антибиотиков. Кому не дошло, я вот без антибиотиков. Понятно? Друзья, а кто-то из вас интересовался этим вопросом? Возвращаюсь к нашим начинкам. Их у нас две. Одна с курицей и грибами, и вторая с рисом, зеленью и яйцом. Для приготовления курино-грибной начинки нам понадобится одна небольшая курица, у меня здесь курочка приблизительно на килограмм, 300 граммов грибов, я использую шампиньоны, это могут быть и вешенки, и мои любимые эринги, одна луковица, 10 граммов сливочного масла, 10 граммов растительного масла, соль и черный перец по вкусу. Для приготовления второй начинки с яйцом, рисом и зеленью нам понадобится 150 граммов отварного риса, 3 яйца, 100 граммов зеленого лука, немного укропа и соль по вкусу. Курицу нужно отварить в подсоленной воде до готовности, а затем отделить мясо от костей и нарезать мясо небольшими кусочками. Вуаля! Та-дам! Все готово! Грибы и лук нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на смеси сливочного и растительного масел. Заправляем солью и перцем. Вуаля! Или... Нет, стоп. Вуаля! Все готово. И впредь мы будем так теперь готовить. Соединяем курицу и обжаренные грибы с луком. Тут редкий случай, когда я взял все-таки еду. Судак поедет домой, а тут первое, второе и компот. И тут вот пуньк, вот так, пуньк-пуньк. И вторая начинка. Здесь у меня рис, нарезанный лук зеленый, укроп, немного соли и 3 яйца. Яйца нарезаем небольшим кубиком и соединяем все ингредиенты. А вас, друзья, я призываю обращать внимание на качество продуктов, не забывая о том, что здоровыми мы можем быть также благодаря продуктам, которые употребляем в пищу. Вот такая цепочка. Здоровый корм для животных, здоровое мясо, здоровые мы. Все, друзья, начинки готовы. Теперь нужно приготовить блины. Нам нужно приготовить 6 блинов. Для них нам понадобится 190 мл молока, 50 граммов яйца, 100 граммов муки, 1/2 чайной ложки сахара, немного соли и 30 мл растительного масла. Отправляем в мерный стакан молоко, яйцо, растительное масло, соль и сахар и муку. Перемешиваем все это погружным блендером. Все, наше блинное тесто готово. Жарим блины. Друзья, кстати, на моем YouTube-канале множество рецептов вкуснейших разнообразных блинов. Это шпинатные блинчики, блины с тыквой, с кабачком, с картофелем, блины с апельсиновой карамелью и шикарный блинный торт. Блины готовы и тесто уже подошло. Вот так все снять. Делим тесто на 2 части. 1/3 это будет дно нашего пирога и 2/3 отложим его тут рядышком. Раскатываем 1/3. Стол можно чуть-чуть подпылять мукой, тесто не липнет к рукам, все хорошо.
Диаметр блинчиков у меня приблизительно 22-23 сантиметра, поэтому диаметр основы этой теста будет где-то 26 сантиметров. Так, лучше тесто переложить на пергамент. Так, тесто мы раскатали. Теперь будем выкладывать слои. Начинаем с курочки. У нас будет 4 слоя курицы, поэтому визуально курицу делим на 4 части. Накрываем первым блинчиком. Теперь рис с зеленью и яйцом. Этой начинки у нас будет 3 слоя, поэтому делим на 3 части. Следующий блинчик. И так чередуем. Курица, блинчик, рис, блинчик. Пирог пока в сторону. Берем оставшийся кусочек и раскатываем его тонким слоем. Накрываем наш пирог. Оп. Очень важно хорошо скрепить вот эти 2 слоя теста и прям так придавить, для того, чтобы при выпекании у нас с вами дрожжевое тесто, оно будет расти, и вот этот рисунок, он все равно изменится, немножечко раскроется, но при этом, чтобы все это не вылезло наружу. Теперь в центре делаем небольшую дырочку, для того, чтобы лишняя влага, которая будет скапливаться, она будет выходить наружу, и таким образом у нас пропечется, приготовится тесто. А если этого не сделать, то, скорее всего, тесто будет внутри оставаться очень таким влажным и, как бы сказала моя бабушка, гливким. Покрываем наш пирог глазировкой. 1 желток и буквально 10 мл молока. Перемешиваем. Промазываем наш пирог тонким слоем глазировки. Это уже красиво, и можно уже, в принципе, так оставлять, но у нас остался небольшой кусочек теста, и мы сейчас сделаем красивый декор из этого кусочка теста. Оно сейчас слишком такое эластичное, нам нужно немножко поиздеваться над этим тестом. Подпыляем стол мукой, раскатываем и складываем тесто до тех пор, пока оно не перестанет снова собираться, пока не потеряет свою эластичность. Мы рвем клейковину. Для пирога это нехорошо, а для декора прекрасно. Наш декор готов. Глазировка, и аккуратненько покрываем глазировкой декор. У нас пирог, вот я сейчас делала декор приблизительно, ну, может быть, минут 25-30 у меня ушло на декор. Как раз тесто чуть-чуть подошло. Если вы не планируете декорировать ваш пирог, то лучше оставить его на столе минут на 25-30 и только после этого выпекать. А если декорируете, то, в принципе, у вас это время, вот время декорирования, тесто немножко расстоится. Отправляем наш пирог в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией приблизительно на 40, максимум 45 минут. Перекладываю пирог. Боже, как перенести пирог? Просто вот так раз и чиник.
Наш пирог провел в духовке 40 минут, он готов, можем доставать. Посмотрите, какой красавчик. Очень важный момент, пока пирог у нас еще теплый, его нужно накрыть сухим чистым полотенцем. Сверху у нашего курника очень плотная корочка. Нам нужно, чтобы влага равномерно распределилась, чтобы корочка стала более мягкой. Наш пирог еще чуть теплый. Убираем полотенце. Корочка стала более мягкой, нежной. Можем перекладывать на тарелку, разрезать и угощать курником, кто хочет кусочек. Все хотят, давай быстрее. Все хотят. Так, перекладываем. А теперь самое интересное. Я покажу вам сейчас, какой же наш пирог на срезе. Очень сытный. Такой кусок себе нормальный отрезала. Это мой обед и ужин сразу. Друзья, обязательно приготовьте такой пирог дома, и я уверяю вас, вы не пожалеете потраченного времени. А больше рецептов вы найдете здесь же на моем YouTube-канале, в моих книгах, на моих мастер-классах и на моем сайте. Подписывайтесь, комментируйте и давайте готовить вместе. Пока. Пойдет? А улыбнулся.